друзья! Небольшая история обычных моих будней. В снежную погоду очищаю солнечные панели для выработки электричества, подготавливаю дом к отоплению, ну и готовлю следующую часть видео. Итак, поехали! 19-литровое ведро. Так, посмотрим, за какое время оно набирает. После того, как шланги уже оказались в потоке, я получил напор 12 литров, но были большие потери, так как много воды утекало в разные стороны. Это еще и поток все равно как бы слабенький, да, получается в это время. После дождя вообще так что нам после дождя в принципе и не надо. Сколько оно уже набежало литров? 12 литров набежало. 5. Сейчас посмотрим, сколько за минуту. Так, сколько за минуту? 12, 13. 13 литров за минуту сейчас вот с этим напором. Приехала машина. Заехать не смогла, буду чем-то еще завозить. Сгружаем, пока окна тут. Везу окна до хаты. Вот такая вот самоделка. В двух комнатах уже срывал деревянные полы. Вот так вот. Здесь будет теплый пол. Все будем разбирать, под ноль выкладывать. Такая вот история. Новая копка. Это въезд в участок. Перекапываем. Здесь делаем тройник. И завожу. Здесь будет люк. Работа с экскаватором довольно-таки сложная, поэтому копая с экскаватором 2 человека, это, я считаю, должны быть минимум, которые помогают справляться с откидыванием камнем, прокладки труб. Довольно-таки сложно. Конец рабочего дня. Чердак, внизу пыль. Покупался под лестницей. Короче, вот такая вот обстановочка. Прекрасное утро — это одно из вещей в горах, которые мотивируют продолжать сложные работы. Послушайте, как поют птицы, летают насекомые. Убрать бы еще стройку поскорее. Прям мечта. Кинули оттуда трубу и вот так вот туда ее увели вниз. 45 вниз прямая, опять 45 на улицу. И потом на кухню туда, там либо колено в бок и вверх, либо сразу 90 градусов. В этом месте дома пришлось укапывать на глубину более 1,5 метров. Довольно-таки неприятная работа. Также потом пришлось утеплить со стороны мура пеноплексом и прокладывали канализационную трубу.
Итак, прокладываю канализационную трубу. Пролил, уже течет нормально. Вот. Это я утеплял пеноплексом эту стенку. Залил ее бетоном. Вот. Сейчас буду разбирать вот эту вот стяжку. И еще одну опалубку делать, чтобы здесь залить. Потом это все засыпаю. И будет здесь ровненький пол, порогов не будет. Вот такая вот история сейчас. Мужчин это укрепляет, оздоровляет, вот, развивает. Поэтому ничего нету сложного. Сначала немножко страшно, но потом все хорошо. Как всегда, в самый неподходящий момент ломается бетономешалка. Пришлось ее каким-то образом экстренно ремонтировать, так как нужно было проливать дальше фундамент. Так, я снял мотор. Он сейчас так крутится, все нормально. Но вот то, что я вижу, вот вал, он как будто кривой. Может, из-за этого какая-то у него вибрация или что возникает, что он его нагревает, потом подшипники заклинивает. Ну, короче, вот такая штучка у него есть. Как биение какое-то. Так, это пойдет на слив бойлера, на стиральную машинку, на душевую кабинку. Это туалет, а это фановая труба. И вот на этом этапе мы уже срываем опалубку в ванной комнате. Проложены канализационные трубы, разложены коммуникационные трубы под воду. В большой комнате уже все спланировано под гидроизоляцию и под первый слой, под черновой слой щебня. Все это делалось с помощью ротационного нивелира. Очень удобно. Вот так вот. Так, Андрюха срывает опалубку. Покажи, какая опалубка, Андрюха, звенящая. Кулаком точно не бьется, да? Все канализационные трубы были закопаны. Грунт был уже выровнен и подготовлен под фундамент, под стяжку. Я вот спускаюсь сейчас сверху, показываю тропинку, как я бегал домой в ночлег. Все это время понятно, я ночевал на чердаке. Ну, это все мелочи. Один из самых неприятных моментов, когда ты срываешь деревянные полы и под ними видишь глиняное основание, это вот эта вот глиняная пыль, которая просто проникает везде. Но краевиды, конечно же, завораживающие. Это мотивирует и заставляет двигаться дальше. Так выглядело мое спальное место на втором этаже, куда я принес все свои вещи для того, чтобы они не пылились. И вот с такой вот красивой лестницы начиналось мое утро. Вся территория перекопанная, где-то заведены шланги, где-то только подготавливалось. Но самое важное, что в доме уже была выровнена вся площадь под засыпку щебня.
и подготовка к работ, которые были связаны со стяжкой. Большую роль доставки тяжелых материалов и щебня сыграл вот этот мини-погрузчик. За раз в ковше он может поднимать больше 180 килограмм, и он значительно облегчал мою работу, ни капли не жалея при его приобретении. Около 2 машин щебня было загружено уже в проем этого окна. Таким вот образом мои специалисты празднуют закінчення стройки. Закінчили стройки. Вот такой вот контрастик. А там тьма. Я в шоке. На этом этапе работы с полом по выравниванию пола под стяжку закончены. Подготовили все для того, чтобы сформировать подушку из щебня. И планирую уже подниматься обратно наверх к источнику для того, чтобы сделать уже водосборник более качественный, чтобы он не терял воду в сторону, а собирал максимум воды уже в трубы. На этом видео красивая радуга и слепой дождик. И обратно я возвращаюсь к источнику, так как нужно подготовить поверхность, где будет собираться больше воды для поступления. Видно, что мини-погрузчик еле-еле крадется по этой поверхности, но на самом деле он делает большую работу. И я перевожу примерно около 160 килограмм материала, в данном случае цемента. Однажды вечером со мной приключилась непонятная история. Я слышал какой-то шелест на крыше, какое-то прыгание, шурчание. И я уже взял камеру. Думаю, блин, так интересно, кто там, что ты, может домовой какой-то. И так тихонько подкрадываясь, смотрю, белка. Сейчас я ее покажу на видео. Сидит и грызет балку. Я ее не пугал, она услышала шорох и решила убежать. Так что на моем чердаке здесь было очень весело. Помимо белок часто залетали птицы, летучие мыши, какие-то хомячки, что ли. Пару раз мышей видел. Но живности в Карпатах хватает, поэтому нужно быть очень внимательным. Белка, цыганка, я ее так называю. Их здесь много. Красивая. В середине лета, когда уже сенокос начался и часто уже сено лежит на полях, начинают прилетать аисты. Они ищут живность. И вот один из них как раз прилетел ко мне в гости. Увидел меня, что я здесь хожу. И так как главный дирижер этого оркестра решил понаблюдать за мной, а я за ним летел. Так, переделал кранчик. Это вот с потока, который здесь на улице. Под зиму. Вот такую вот фигню здесь слупили.
Вот, туда завели, отвели под низом заглушка на зиму, слив и кран. Такая вот фигнюшка. Раз, чик. Здесь еще выложится каменем, как был. Вот такая вот фигня. Залили здесь плиту. Это отстойник. В него попадает вода, вот сюда заходит через вот эту трубу для скважины с фильтром. Эта часть еще будет доливаться. И доливается так с разуклонкой, чтобы был угол в эту сторону и угол в эту сторону. И тогда водичка будет собираться вот здесь. Вся вот это вот, весь мул будет в этой части. И здесь будет маленький кран. Вот в этой трубе. Открыл, оно вымыло и как бы ушло. Здесь сделали закладки в этой части. Будет такой, как маленькая дамба. Дамба так, чтобы вот там, где дырка, набиралась вода. Как бассейн здесь такой будет. Вот. И вот в эту трубу и вот в ту дырку будет затекать вода. Это вода для питья, а это вода либо на пруд, либо на отопление. В тепловой насос, вода. Ну, как-то вот так. Так, померил поток. Воду собрал по максимуму отсюда. И сейчас у меня течет 20 литров в минуту. Вот так вот он выглядит. Сегодняшний завтрак на чердаке. Так, вывел сейчас все под ноль, под щебень. Сейчас буду укладывать пленку. Вот, на эту пленку буду высыпать гравер. Это у меня такая пришла штука, трамбовка, 160 килограмм. Сдвинуть ее практически не могу. Еле-еле. Так нужно будет перетаскивать потом сюда. Затащил ее погрузчиком. Вот. Ну, сейчас буду укладывать пленку и разбираться как-то с этой фигней. Так вот, подготавливаю все для заливки пола. Так, завез 5 ковшей щебня. Теперь будем его раскидывать. Почти в уровень. Угол надо еще докидать.
На этом видео, друзья, я буду заканчивать. Надеюсь, кто-то для себя нашел что-то полезное, новое. Кто-то ожидает продолжения. Продолжение следует. И подписывайтесь на мой канал, друзья. Всем добра.